Всем привет! В этом видео вы узнаете, что такое джиггер и почему я называю братским. Поехали! Джиггер – это мерное приспособление, предназначенное для контроля наливаемых напитков в заведениях, где необходима точная и быстрая работа с различными жидкостями. Традиционно джиггер состоит из двух конусообразных стаканчиков разного объема, которые, соединяясь в единое целое, образуют форму песочных часов. Есть несколько легенд, объясняющих происхождение имени этого небольшого инструмента. Одна из популярных версий приписывает появление такого термина морякам британского военного морского флота, в чей ежедневный рацион входило не только питание, но и определенное количество горячительных напитков, которые на флоте прозвали «джиггермаст». По другой версии, джиггер – это просто искусственно придуманное слово. Что-то вроде finger magic, что означает в дословном переводе штукенция, фиговина или ерундовина. Но важно понимать, как бы этот инструмент ни называли, целесообразность его использования для приготовления напитков актуальна и по сей день. Собственно, верхнюю или большую часть этого замечательного инструмента называют джиггер, а нижнюю или малую – пони. Современные бармены и баристы пользуются наборами джиггеров разных объемов. Однако далеко не всем известно, что несмотря на свою популярность, джиггер не является гастированной государством мерной емкостью. Так почему же он тогда так жизненно необходим? В чем его фишка? И ответ на этот вопрос очевиден. Для этого вам достаточно взять в руки джиггер и гастированную мензурку. Первое, что бросается в глаза, это материал изготовления. Мензурка изготавливается из тонкого стекла, который при малейшем ударе разлетается на части. Джиггер же является металлическим, что позволяет ему быть практически неуязвимым и нести невероятно долгую службу. Второе отличие – это удобство использования и скорость работы. За счет своей уникальной формы джиггер удобно хватать практически из любого положения, и для этого вам понадобится всего лишь 2 пальца. С мензуркой такой проворачивать довольно-таки неудобно, особенно если у вас длинные или наоборот слишком короткие пальцы, как у меня. То же самое касается и налива. Переливая жидкость из мензурки, постоянно приходится ориентироваться на ее носик, в то время как осуществлять налив из джиггера можно под любым удобным углом, что упрощает процесс и скорость работы при приготовлении различных напитков. Но это еще далеко не все. На мероприятиях и вечеринках барменам часто приходится работать в помещении со слабым или очень слабым освещением, а в ночное время чуть ли не в кромешной тьме, в которой разглядеть какие-то полоски мерных приспособлений становится проблематичным. Вы спросите, а как же тогда быть? Как же точно наливать необходимое количество напитков при таком свете? И здесь джиггер будет неоспоримым лидером. Две его части разного объема будут являться для вас как младшим и старшим братом, которые будут вам незаменимыми помощниками в любых сложных ситуациях с измерением жидкостей. Ведь согласитесь, удобнее использовать один металлический неубиваемый джиггер с объемом в 20 и 40 мл, чем две неудобные стеклянные мензурки таких же объемов. Для тех, кто скажет, что преимущество мензурки состоит в отличительном многообразии объемов налива, я хотел бы уточнить, что джиггеры также существуют с мерными делениями как на его внешней, так и на внутренней стороне, которые называют рисочками. Рекомендую приобретать вам именно такие джиггеры. Но это еще не все. Кроме всего прочего, мы забыли упомянуть не менее важную часть нашего барного балета – это красота налива. По сравнению с мензуркой, налив, производимый из джиггера, более изящен, что при определенной подготовке позволяет сделать из этого даже целое шоу. Но об этом мы уже поговорим позже. Интересно, а какую мерную емкость выбрали бы вы? Напишите об этом в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и чтобы не пропустить следующее видео, обязательно кликайте на колокольчик. На моих страницах в социальных сетях вы можете найти описание всех моментов, о которых говорится в этом видео, и не переключайтесь. В следующем выпуске вы узнаете, что такое шейкер и зачем он нужен. А если вам будет интересно узнать, как научиться его закрывать, кликайте по ссылке на экране. Всем пока, ваш шейк-хакер.